Спокойное море сверкало, еле колеблемое приливом, и весь Гавр смотрел с мола на входящие в порт суда. Они были видны издали, и их было много. То большие пароходы, окутанные дымом, то влекомые почти невидимыми буксирами парусники с их голыми мачтами, походившими на деревья без сучьев и с ободранной корой. Со всех концов горизонта спешили они к узкому устью мола, которое поглощало эти чудовища. Они стонали, рычали, свистели, выпуская клубы пара, как прерывистое дыхание. Два молодых офицера прогуливались по молу, заполненному народом. Они отдавали честь, отвечали на приветствия, иногда останавливались, чтобы кое с кем поболтать. Вдруг один из них, который был повыше ростом, Поль Антресель, сжал руку своего товарища Жана Ринальди и шепнул: «Смотри, вот госпожа Пуансо. Взглядись хорошенько, уверяю, что она строит тебе глазки». Она шла под руку с мужем, богатым судовладельцем. Это была женщина лет под 40, еще очень красивая, немного дородная, но благодаря этой миловидной полноте сохранившая свежесть 20-летнего возраста. В кругу друзей ее звали богиней. За гордую осанку, за большие черные глаза, за благородство всей ее внешности. Она была безупречной. Ни малейшее подозрение ни разу не коснулось ее. На нее ссылались как на образец уважаемой простой женщины, столь почтенной, что ни один мужчина не осмеливался мечтать о ней. И вот уж целый месяц, как Поль Антресель уверял своего друга Ринальди, что госпожа Пуансо нежно поглядывает на него. «Будь уверен, я не ошибаюсь», — настаивал он. «Я прекрасно вижу, что любит тебя страстно, как целомудренная женщина, которая никогда не любила. 40 лет – это критический возраст для порядочных женщин. Если они чувственны, тут они сходят с ума и совершают безумство. Эта женщина уже поражена любовью, мой милый. Она уже падает, как раненая птица, и упадет в твои объятия. Да вот она, смотри!» Навстречу им шла высокая женщина с двумя дочерьми, 12 и 15 лет. Увидев офицера, она внезапно побледнела. Она устремила на него горячий, пристальный взор и, казалось, никого уже более не замечала вокруг себя, ни своих детей, ни мужа, ни толпы. Она ответила на поклон молодых людей, не опуская взора, в котором пылало такое пламя, что в голову лейтенанта Ринальди наконец закралось сомнение. А друг его бормотал: «Я был уверен. Убедился ты теперь? Она все еще лакомый кусочек, черт возьми!» Но Жана Ринальди вовсе не привлекала светская интрижка. Не будучи особенным охотником до любовных похождений, он прежде всего стремился к спокойной жизни
и довольствовался теми случайными связями, которые всегда попадаются молодому человеку. Та сентиментальность, те знаки внимания и любви, которых требует хорошо воспитанная женщина, нагоняли на него тоску. Как бы ни было легкие цепи, всегда налагаемые подобного рода приключения, эти цепи пугали его. Он рассуждал так: к концу месяца я буду сыт по горло, а следующие 6 месяцев придется терпеть из вежливости. Вдобавок его пугал самый разрыв с неизбежными сценами, намеками, навязчивостью покинутой женщины. Он избегал встреч с госпожой Понсо. Но вот как-то вечером он очутился рядом с нею за столом на званом обеде и беспрестанно ощущал на своем лице, в своих глазах, в самом сердце жгучий взгляд соседки. Их руки встретились и почти невольно сомкнулись в пожатии. Это было уже началом связи. Он снова встретился с ней, и опять-таки, вопреки своему желанию, он чувствовал, что его любят. Он смягчался, охваченный чем-то вроде тщеславного сострадания к бурной страсти этой женщины. И он позволял себя обожать, продолжая быть только любезным и твердо надеясь остаться таким же и в своем чувстве. Как-то она назначила ему свидание, чтобы, по ее словам, встретиться и свободно поболтать. Но она вдруг почувствовала себя дурно, упала в его объятия, и ему поневоле пришлось стать ее любовником. Это тянулось полгода. Она любила его необузданной, захватывающей дух любовью. Порабощенная этой иступленной страстью, она ни о чем больше не помышляла. Она отдалась ему целиком. Тело, душу, доброе имя, положение, благополучие – все бросила она в это пламя своего сердца, как некогда бросали в жертвенный костер драгоценности. А ему уже давным-давно все надоело. И он с сожалением вспоминал о своих легких победах красавца-офицера. Но он был связан, его удерживали, он чувствовал себя пленником. Она беспрестанно говорила ему: «Я отдала тебе все. Чего же тебе еще надо?» А ему ужасно хотелось ответить: «Но ведь я ничего не требовал, и прошу тебя, возьми обратно то, что ты мне дала. Не беспокойся о том, что ее могут заметить, ославить, погубить. Госпожа Пуансо приходила к нему каждый вечер, все более и более воспламеняясь. Она бросалась к нему на шею, сжимала его в объятиях, замирала в пылких поцелуях, которые смертельно ему надоели. Он говорил усталым голосом: «Да ну же, будь благоразумна!» Она отвечала: «Я люблю тебя», опускалась к его ногам и подолго с умилением любовалась им. В конце концов, под этим упорным взглядом он выходил из себя и пытался поднять ее,
Да сядь же, наконец, поговорим. Она шептала: нет, оставь меня. И продолжала сидеть у его ног в каком-то экстазе. Он говорил своему другу де Антреселю: знаешь, я ее просто побью. Я не желаю больше, не желаю. Надо положить этому конец и немедленно. Затем добавил: что же ты мне посоветуешь? Тот ответил: порви с ней. Ринальди, пожимая плечами, возразил: тебе легко говорить. Ты думаешь, это просто разойтись с женщиной, которая изводит тебя вниманием, истязает услужливостью, преследует нежностью, заботится лишь о том, чтобы нравиться тебе, и виновна лишь в том, что отдалась тебе вопреки твоей воле? Но вот в одно прекрасное утро стало известно, что полк переводится в другой гарнизон. Ринальди танцевал от радости. Он был спасен, спасен без сцен, без криков, спасен. Оставалось потерпеть только 2 месяца. Спасен. Вечером она вошла к нему, возбужденная более обычного. Она узнала ужасную новость. Не снимая шляпки, она схватила его за руки, нервно сжала их, смотря ему в глаза, и произнесла дрожащим, но твердым голосом: ты уедешь. Я знаю. В первый момент я пришла в отчаяние, но затем поняла, как должна поступить. И больше не колеблюсь. Я приношу тебе величайшее доказательство любви, какое только может дать женщина. Я последую за тобой. Для тебя я брошу мужа, детей, семью. Я гублю себя, но я счастлива. Мне кажется, что я снова отдаюсь тебе. Это моя последняя и величайшая жертва. Я твоя навсегда. Холодный пот выступил у него на спине. Глухая, бешеная ярость, бессильный гнев охватили его. Однако он взял себя в руки. Бесстрастным тоном, с нежностью в голосе он отверг ее жертву, пытался ее успокоить, урезонить, дать ей понять ее безумие. Она слушала с презрительной усмешкой на губах, не возражая, глядя ему в лицо своими черными глазами. Когда же он умолк, она только спросила: неужели ты окажешься подлецом, одним из тех, кто обольстил женщину, затем бросает ее по первому капризу? Он побледнел и пустился в рассуждение. Он указал ей на неминуемые последствия подобного поступка, которые будут их преследовать до самой смерти. Жизнь их будет разбита. Общество закроет для них свои двери. Она упорно отвечала: что за важность, когда любишь друг друга? И вдруг он не выдержал: но так нет же! Не хочу, слышишь? Не хочу, запрещаю тебе. И, срывая свою давнишнюю злобу, он выложил все, что было у него на душе. Довольно уж, черт возьми!
Ты любишь меня против моей воли. Не достает, чтобы я тебя еще увез. Благодарю покорно». Она ничего не ответила, но по ее мертвенно-бледному лицу пробежала еле заметная болезненная судорога, как будто все нервы и мускулы ее сжались, и она ушла, не попрощавшись. В ту же ночь она отравилась. В течение целой недели ее считали погибшей. В городе сплетничали, жалели ее, оправдывая ее поступок силой страсти. Ведь чувства, доведенные до крайности и ставшие поэтому героическими, всегда заставляют простить то, что было бы в другом случае достойно осуждения. Женщина, которая себя убивает, перестает, так сказать, быть виновной в прелюбодеянии. И вскоре оказалось, что все осуждали и единодушно порицали лейтенанта Ренальди за отказ повидаться с госпожой Пуансо. Рассказывали, что он ее бросил, изменил ей, бил ее. Полковник, почувствовав сострадание к ней, намекнул об этом своему офицеру Полю Антресселю. Он зашел к другу. «Однако, черт возьми, мой милый, нельзя же доводить женщину до самоубийства. Это подло!» Тот возмутился и заставил замолчать своего товарища, произнесшего слово «подлость». Они дрались. Ренальди, ко всему общему удовлетворению, был ранен и долго пролежал в постели. Она узнала об этом и, предположив, что он дрался из-за нее, почувствовала к нему еще большую любовь. Но, прикованная к постели, она так и не увиделась с ним до ухода полка. Ренальди уже 3 месяца жил в Лиле, когда однажды утром его посетила молодая дама, сестра его бывшей любовницы. Не в силах преодолеть долгих страданий и отчаяния, госпожа Пуансо умирала. Она была обречена, безнадежна. Ей хотелось увидеться с ним один единственный раз, прежде чем навсегда сомкнуть глаза. Разлука и время дали успокоиться гневу и пренасыщенности молодого человека. Он смягчился, всплакнул и поехал в Гавр. Она была, казалось, в агонии. Их оставили наедине. И тут у постели умирающий, которую он невольно убил, его охватил приступ ужасной скорби. Он рыдал, осыпал ее нежными страстными поцелуями, какими никогда раньше не целовал. Он лепетал: «Нет, нет, ты не умрешь, ты выздоровеешь, мы будем любить друг друга, любить вечно». Она шептала: «Правда ли это? Ты меня любишь?» И он, охваченный отчаянием, давал ей клятвы, обещал ждать ее выздоровления и полной жалости долго целовал исхудавшие руки бедной женщины, сердце которой лихорадочно билось. На следующий день он возвратился в свой гарнизон. Через 6 недель госпожа Пуансо приехала к нему, до неузнаваемости постаревшая и влюбленная сильнее прежнего.
Он растерялся и принял ее. А затем, так как они жили вдвоем, словно люди, соединенные законом, тот самый полковник, который когда-то вознегодовал на него за то, что он ее покинул, возмутился этими неподобающими отношениями, несовместимыми с добрым примером, который обязаны подавать в полку офицеры. Полковник предупредил своего подчиненного, затем стал с ним резок, и Ринальди подал в отставку. Они поселились на вилле на берегу Средиземного моря, классического моря влюбленных. Прошло еще 3 года. Она посидела. Ринальди, покорившийся игу, был порабощен и свыкся с этой упорной любовью. Он считал себя человеком конченным, погибшим. Надежда на будущее, какая-то ни была карьера, чувство удовлетворенности или радости – все это отныне было ему заказано. И вот однажды утром ему подали карточку. Жозеф Пуансо, судовладелец, гавр, муж, который дотоле молчал, понимая, что нельзя бороться с безнадежным упорством женщины. Что ему было нужно? Господин Пуансо дожидался в саду, отказавшись войти в дом. Он вежливо поклонился, не захотел даже сесть на скамью в одной из аллей и заговорил обстоятельно, не торопясь. «Я приехал сюда, сударь, не для того, чтобы упрекать вас. Я слишком хорошо знаю, как все произошло. Надо мною, над нами тяготело нечто вроде злого рока. Я никогда бы не потревожил бы вас в вашем уединении, если бы не изменившиеся обстоятельства. У меня 2 дочери, сударь. Одна из них старшая, любит одного молодого человека и любима им. Но семья этого юноши противится браку, ссылаясь на положение матери моей дочери. Во мне нет ни гнева, ни злобы, но я обожаю своих детей, сударь. И вот я приехал просить вас возвратить мне мою жену. Надеюсь, что теперь она согласится вернуться ко мне, к себе. Со своей стороны я сделаю вид, что забыл все ради моих дочерей. У Ринальди сильно забилось сердце. Его охватил необузданный восторг, как приговоренного к смерти при известии о помиловании. Он пробормотал: «Да-да, конечно, сударь, я сам, верьте мне, без сомнения, это справедливо, вполне справедливо». Ему захотелось схватить руки этого человека, сжать его в объятиях, расцеловать в обе щеки. Он продолжал: «Войдите же, вам будет удобнее в гостиной. Я позову ее». На этот раз
господин Пуансо не противился и сел. Ринальди взбежал по лестнице, постарался успокоиться перед дверью и вошел к любовнице совершенно спокойно. «Там просят сойти вниз», — сказал он. «Хотят что-то сообщить по поводу твоих дочерей». Она поднялась. «Моих дочерей? Что? Что именно? Не умерли же они?» Он ответил: «Нет, но создалось серьезное положение, которое ты одна можешь разрешить». Дальше она не слушала и быстро спустилась по лестнице. Сильно взволнованный, он бросился в кресло и стал ждать. Прождал он долго, очень долго. Затем, когда до него снизу донеслись гневные голоса, он решил спуститься. Госпожа Пуансо, раздраженная до крайности, готовилась уйти, а муж удерживал ее за платье, повторяя: «Поймите же, вы губите наших дочерей, своих дочерей, наших детей!» Она упорно отвечала: «Я не вернусь к вам». Потрясенный Ринальди понял все. Выступил вперед и спросил шепотом: «Как? Она отказывается?» Она повернулась в его сторону и, стесняясь говорить с ним на «ты», в присутствии законного супруга сказала: «Знаете, о чем он меня просит? Он требует, чтобы я вернулась к нему под его кров». И она усмехнулась с безграничным пренебрежением к этому человеку, который упрашивал ее чуть ли не на коленях. Тогда Ринальди с решимостью человека, доведенного до отчаяния и ставящего на карту последнюю ставку, в свою очередь заговорил в защиту бедных девушек, мужа и самого себя. Когда он прервал свою речь, подыскивая какой-нибудь новый довод, то господин Пуансо, уже исчерпавший все средства убеждения, пробормотал, машинально обратившись к ней на «ты» по старой привычке: «Послушай, Дельфина, подумай о своих дочерях». Окинув их обоих взглядом величайшего презрения, она бросилась к лестнице, выкрикнув: «Вы оба негодяи!» Оставшись наедине, они переглянулись, одинаково удрученные убитым горем. Господин Пуансо поднял свою упавшую шляпу, стряхнул рукою пыль с колен и, прощаясь с Ринальди, провожавшим его до двери, произнес в полном отчаянии: «Мы с вами очень несчастливы, сударь». И, тяжело шагая, удалился. Напечатано в Жильблас 22 августа 1882 года под псевдонимом Мофриньос.